Тема сегодняшнего занятия, да, начинаем блок, посвященный энергетике, и первое занятие по этой теме – дополнительные руки. Как обычно, несколько вводных слов, дальше силовые, теория и практика. Что такое дополнительные руки? В первом приближении вы видите, да? Кроме основных физических, в тонком мире, дополнительные руки фактически что? Это энергетические системы, предназначенные для того, для чего? Чтобы сюда положить атрибуты, чтобы этот атрибут работал. Фактически дополнительные руки – это одни из основных показателей человека. Это кто? Вот ты кто? Да? Кто такой человек? Там множество мелких деталей в виде всех остальных атрибутов, они все тоже важны. Но, по крайней мере, ключевые. В следующем воплощении ты кто? Это у тебя на капсуле нарисовано. Какой у тебя уровень? Сколько у тебя копр над головой? Да? Что ты умеешь? Чего ты достиг? Это твои дополнительные руки. А в среднем на один уровень, там чуть больше, чуть меньше, в зависимости от некоторых обстоятельств, но в среднем еще один уровень вы поднимаетесь, плюс еще одна пара дополнительных рук у вас появляется. Кто смотрел книги там, по индуизму, там Шива, или там другие божества, боги, у них этих рук море. Да? Каждый из них, каждая пара рук примерно это один реализованный уровень развития. В данном случае у нас здесь красивый человек, который нарисован, это примерно уровня Творца. Если посчитать, сколько у него кубов над головой, немного с перебором, ну, в принципе, к этому стоит стремиться, конечно. Потому что у большинства одна, и то как бы еще в университете сил. А когда, конечно, они в полном составе, это хорошо. Значит, дополнительные руки – система, для чего? Чтобы подключились атрибуты, и они работали. Сами механизмы, которые здесь задействуются, то есть вот, дополнительные руки, как все это работает. По крайней мере, механизм номер один. Да, мы рассмотрим дальше, чуть ниже, для чего эти руки нужны, там, что они обозначают. Но то, что они обозначают, скажем, жизненные роли. Да, если вы реализуете определенные там, качества, определенные навыки, вы работаете над тем, что дополнительные руки отображают. Первое, дополнительные руки открываются, у вас появляется возможность ими пользоваться. То есть, если у вас есть дополнительные руки, это хорошо. Да, это некоторый зачет вы получили. Да? То есть, когда вы вкладываете усилия, вы там бегаете, у него ножки там становятся легче, быстрее, дыхание и так далее. Вот вы вкладываете усилия, чтобы что-то реализовать, у вас ручки начинают раскрываться. Когда вы реализуете определенную целевую установку, предположим, стать сильным человеком, да, воин, это кто? Способный преодолевать преграды, способен побеждать, человек там, с сильной волей, да, дисциплинированный, так далее, список прилагается. Это определенный набор свойств. Слабый человек, ну что, он ноет, растекается, необязательный, неинтересный, да, ненадежный, к успеху не приспособлен, он туда и не идет, ему страшно. Да, вот, если вы двигаете, скажем, стать сильным человеком, стать воином. И реализовываете требования к воину там, более чем наполовину, то у вас в дополнительных руках появляются соответствующие атрибуты. То есть, если вы только в начале пути, руки есть, ну и хватит. Да? Если вы что-то реализовали, то у вас уже появляются призы, награды, да, атрибуты. Да, эти атрибуты будут отличаться в зависимости от того, вы воин какой там. Ну, неважно, артиллеристы вы снаряды подносите, тоже как бы нужно уметь, или вы спецназ, там, элита, то. Это разные требования, да, разные там, статусы и все остальное прочее. Да, поэтому в зависимости от того, в какой мере вы реализовали те или иные свойства, атрибутики будут меняться. Но если вы реализовали это определенные требования более чем наполовину, вы получаете атрибут. Да? Получили атрибут, дополнительную ручку, он подключается к соответствующим контактам. И каждый атрибут там, различными свойствами обладает, но в том числе считайте, что это компьютер. Да, в нем есть свои программы управления. Он подключается, начинает свои программы управления запускать на ваше сознание. Да, и он усиливает те свойства, на которые он запрограммирован. Да, ну, предположим, я робот. Его можно сделать, чтобы он был сильный, там карате показывал, или чтобы он плакал. Ну, или чтобы как собачка падала и говорила, няу-няу, что за программа.
Да? В данном случае каждый атрибут реализует свои программы. Подключается через каналы связи, влияет на сознание и поддерживает, усиливает вот и то, что вам необходимо, то, что соответствует определенным свойствам. Да? Скажем, роли быть воином, быть сильным человеком. Может, вам не всегда нужно быть сильным, но когда вам нужно быть сильным, да, идет дополнительное усиление. Первое, ручки раскрываются, когда вы определенные свойства прорабатываете. Второе, получаете атрибуты, они начинают вас усиливать, на вас влиять. И третье, атрибуты редко ходят поодиночке, но в основном их кто-то создавал, за ними стоят силы тонкого мира, и человек через атрибуты подключен к тем силам, к тем покровителям, которые вот за это отвечают. Предположим, там спецназ, да? Там есть своя инфраструктура, генералы, там, министры, и они помогают своим людям. Да? В тонком мире примерно то же самое. Если вы у определенных сил заслужили признание покровительства, они вам помогают. Там, через энергию, через мысли, там, может быть, через ситуацию. В основном по удержанию состояния, по поиску правильных решений, по способности проходить определенные ситуации. 4 основных механизма. Ручки раскрываются, если вы вкладываете усилия. Усилия, атрибуты появляются, если вы прошли определенную часть маршрута. И атрибуты бывают разные. И третье, вам помогает тонкий мир. Следующий вопрос. Основные типы атрибутов, то есть какие задачи они выполняют и о чем, собственно, они говорят окружающему миру. Первое, для чего предназначены дополнительные руки и о чем они говорят окружающему миру. Какие роли ты сумел реализовать. Да, вот большинство людей, там, предположим, мы говорим, там, дисциплина или еще что-то, они воспринимают роль не как, что это твоя возможность от обывателя перейти к сильному, там, с какого-то уровня нижнего, да, перейти там, на третий и двигаться к успеху. Они воспринимают своими привычками, своими слабостями, там, всякими глюками в сознании воспринимают. Говорят, я не хочу, предположим. Да, но фактически, что такое роль? Да? Роль. С одной стороны, это набор правил. Предположим, если ты хочешь вести переговоры на бизнес-уровне, ты должен хорошо выглядеть, там, быть дипломатом, искать компромиссные решения, да, быть твердым внутри, не действовать себе в ущерб, быть обаятельным вовне, и так далее. Вот каждая роль фактически это ключ от определенной ситуации или от определенного набора ситуаций, от определенных возможностей в жизни. Да, сама по себе роль – это набор правил, это набор навыков, предположим, быть этичным и обаятельным. Но далеко не каждый это может делать. Начиная с мотивации, а зачем? Мне не нравится, предположим. Да, начиная с мотивации, заканчивая, это же нужно тренироваться. Да. Всему нужно тренироваться, да, выполнить определенную работу. Это определенный набор навыков, это определенное состояние. Скажем, почему большинство людей не идут к успеху? Страшно. Ими управляет страх. Воин. Им управляет воодушевление. Да? Для него успех – это долг. Для чего ты родился? Для чего ты родился? Это твой долг. Быть успешным, быть счастливым, выстроить шикарные взаимоотношения, жить достойно, безупречно выглядеть, никогда не ходить с печальным перекошенным лицом. Ты не уважаешь себя, ты злодей, если ты живешь печально. То есть ты себе враг. Ты разрушаешь себя каждый день, находясь в печали. Большинство же людей так не думают. Они не воины, они растекаются, ими управляют проблемы. А если ты сильный человек, это твой долг. Ты должен ощущать себя классно, жить правильно, идти к классным целям. Это твой долг. Ты его принимаешь, это требование закона. Если ты к этому идешь, ты растешь. Если ты это не принимаешь, ты не растешь. Могу быть успешным, могу быть неуспешным, могу счастливым, могу страдать. Ты не воин, ты вне закона. Ты не принимаешь требования богов к тебе. Ты обычный человек, который поклоняется проблемам. Они командуют тобой. Не духовный закон, быть сильным, совершенно счастливым, успешным. А проблемы говорят, да ладно, похныкай, да ладно, сойдет и так. Да, слабый человек. Поэтому по типам. Первое – это жизненные роли, в которых вы можете находиться. Да? Ключевые из них какие? Быть воином, быть сильным, способным побеждать, да? Способным сражаться за какие-то результаты, двигаться вперед, преодолевая преграды, быть собранным, дисциплинированным и так далее.
быть воином. Дальше, правитель, да, это быть дипломатом, скажем, бизнес договариваться и управлять процессом, ну, бизнес-руководитель. Договариваться с партнерами, управлять процессом. Ну, а тогда у вас появляется скипетр и держава, если вы наработали эти навыки. Там, быть целителем, быть наставником, да, другие роли. Первое, атрибуты показывают, вы сумели взять эту высоту или вы не сумели взять эту высоту. Да, в большинстве случаев люди даже эту цель и не ставят. Да? Если вы взяли эту высоту, у вас появляются дополнительные руки атрибуты. Первое – это роли. Да? И правильный настрой, что осваивая роль, да, ты, фактически, для чего ты родился на Земле? Для чего? Сделать шаг вперед в своем развитии, освоить те роли, которые для тебя ранее были недоступны. Роль – это способность действовать в определенных ситуациях. Скажем, там, заниматься бизнесом, вести переговоры, решать сложные задачи там, и так далее. Определенный комплекс задач, можешь ли ты входить в эти ситуации, действовать по возможности комфортно и эффективно. Второе – это значимые достижения, кармические заслуги и программы, которые говорят о правильном отношении, собственно, о чем мы будем работать. Если человек живет по закону, если он эзотерический, он понимает, ты зачем родился? Он говорит, зачем? Для того, чтобы что-то достичь, научиться делать то, что раньше не делал, и сделать, да, что-нибудь принесет благо тебе и этому миру, или этому миру и тебе. Да, это одна из основных целей, это твое предназначение, для чего ты родился. Делать что-то полезное. И не то, что доступно всем. Да, если ты растешь, пожалуйста, показывай растущие результаты. Большинство людей тоже так не думает. Да, но кармические заслуги – это самое значимое, что ты сделал в жизни. Примерно по социуму это вот орден. За что? Взятие Сталинграда, там, для освобождения, там, или еще взять это, может, Берлин, или какая-то там спецоперация и так далее. Тут человек совершает что-то значимое. Это вот вторая причина, за что он получает атрибуты. Аналог – это главная награда – ордена. То, что завоевает человек, заслуживает человек в этом мире. Третье – это самые значимые ваши свойства. Предположим, управлять землетрясениями. Может быть, там что-то поменьше, да, но что-то такое выдающееся. Талант, способности, какие-то качества. То, что очень сильно отличает человека от всех остальных. У других этого нет. Да? Это основные типы. Почему человек, что он держит в дополнительных руках, почему он получает те или иные атрибуты. Дальше по программам, в двух словах я прокомментировал, да, роли их нужно ценить и целенаправленно формировать. Большинство людей, опять же, своими проблемами говорит, хочу, не хочу, не воспринимать, что это следующая высота. Если ты не станешь там цели, планы, дисциплина, ты вообще к успеху не идешь, ты вообще не растешь. Вообще не растешь. Чтобы человек мог расти по жизни, ему что нужно? Научиться каждый день, что я завтра должен сделать. Да? Вечером спланировал, потом на следующий день подводишь итоги, вносишь изменения, там, исправляешь ошибки. Все, у тебя запущен процесс планирования и анализа изменения к лучшему. Если этого нет, человек на занятиях, скажем, изменяется по жизни колея, не думает. Чтобы можно было сказать, что человек думает над своей судьбой, планы, анализ, изменения. В течение дня самоконтроль. Ты стараешься наилучшим образом то, что запланировал, сделать. Вписаться в поворот, не потерять состояние. Если этого нет, колея. Человек думает, может сделать что угодно, колея. А изменение себя и своей судьбы к лучшему, да, это планы, анализ, самоконтроль, изменения. Программа «Я хочу наработать эти роли», да, чтобы открывались дополнительные руки, связанные с заслугами. Да, я должен что-то важное сделать в этой жизни, важно. Да? Если этого нет, да, так себе, халтурка, значит, это не востребовано. И все таланты, достоинства должны быть раскрыты. Соответственно, проблемы, которые нужно фиксировать визуально, которые нужно убирать, они более-менее стандартны. Что может быть не так с руками? Первое, их может не быть. Да, вообще человек не раскрыт. А зачем мне эти роли? Я и обывателем так неплохо себя чувствую. Да? Их может не быть. Или они могут... В свое время открыл, но потом повырывал.
да, отказался. Да, я верил, потом все разуверился, шел по пути служения, перестал идти по пути служения, ну или неважно там, неважно. Да, там отказался, воровал, не защищал. Да. Они могут быть обесточены, висеть как плеточки, они могут быть порезаны в язвах в силу тех или иных ошибок, ну там какие-то другие. Они могут быть перевязаны, мне не дают, меня зажали со всех сторон. Ну ты сам себя зажал, да? Ты не берешь состояние, ты оправдал слабость, немощность. По атрибутам примерно то же самое. Их может не быть, они, может быть, были, но исчезли, продал не задорого, да, потемнели, посыпались, повредились. Да, вот эти вопросы нужно изучать, что было или должно быть, чего не хватает, чтобы все это работало наилучшим образом. Ну, собственно, это ключевые моменты по данной теме, что нужно понимать. Программа, которую мы будем прорабатывать, мы имеем в виду, что все это касается дополнительных рук. Ну, здесь указаны основные атрибуты, нижние. Это воин, дальше правитель, дальше там учитель-целитель, верхние атрибуты, звездочка, блокнотик. Да, это выбор пути, движения по пути, блокнотик это планы, анализ, изменения. Вы думаете над своей судьбой. Большинство людей без головы. Они не думают. Им голова не нужна. Ни цели, ни анализа, ни усилий воли. Да, в данном случае основные атрибуты это справедливо в целом, по сути, как растет человек. Но в данном случае атрибуты по сути, но в данном случае в рамках нашей системы, поэтому символика нашей системы. Все, да, по силовым упражнениям мы будем прорабатывать что? Там дополнительные руки будут звучать мало. В основном это программы, которые влияют на их раскрытие и нормальную работу. Да? То есть, чтобы руки работали, первое, нам нужно понимать, что роли, да, мы их принимаем. Да? Роль это, может это в этой ситуации, понимать, как себя вести, входить в ситуацию и быть эффективным. Ты можешь или не можешь. Не можешь, роли не наработаны, ошибки, да, нужно исправлять. Если ты можешь там договариваться, управлять, строить процессы, там еще что-то, подчиняться, значит хорошо. Первый блок силовых по ролям, второй по кармическим задачам, третий по значимым свойствам. Ну, собственно, все таланты должны быть раскрыты, способности, качества, чувства. И дальше уже, собственно, программы по раскрытию и восстановлению самих рук.